Биткоин обновил исторический максимум, торговался по 106 с лишним тысяч долларов. Валюта продолжает рост с победой Трампа на президентских выборах в США. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Экологическая катастрофа в Черном море. Тонны мазута лежат на пляжах Анапы. Никакие схемы заморозки войны РФ не устроят. Небензя хамит о мире на заседании ООН. Переобувание в полете после визита в СБУ. Как изменилась риторика скандального пророссийского депутата. Дорогие подписчики, я все вижу. Вы не поставили лайк этому видео, поэтому сделайте это прямо сейчас. Так наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей. Ну а мы врываемся в новости. Экологическая катастрофа в Черном море. В Краснодарском крае на территории приморских районов ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом администрация города сообщила на официальной странице ВКонтакте. Дальше подойти просто невозможно. Нефть. Все, приехали. Вот такие сука дела. Тонны мазута вынесло на пляже. Его убирают волонтеры, среди которых с деловым видом суетится губернатор края Кондратьев, показывая видимость контроля. Люди сами вышли чистить берег от мазута. В магазинах раскупили почти все лопаты. Если среди наших зрителей есть жители Краснодарского края, расскажите в комментариях, как у вас ситуация на побережье. Силы и средства Главного управления МЧС и краевой службы Кубань-Спас приступили уже к ответственной территории вместе с морспас-службой. Протяженность, соответственно, на сегодняшний момент пока по обследованию составляет более 23 километров. Команда Нехта сообщала, что несколько дней назад в Черном море потерпели крушение 2 российских танкера с мазутом. Нефтепродуктами загрязнены десятки километров берега. Сложность в том, что мазут оседает на морском дне, и его невозможно собрать. По разным оценкам, в море могло попасть от 3 до 10 тысяч тонн. Накануне и третий танкер из серии «Волганефть», груженный мазутом, подал сигнал бедствия. Гринпис уже назвал это крупнейшей экологической катастрофой в регионе. На Анапке куча птиц. Кто может, хотя бы по одной. Выловите, спасите. Великобритания ввела санкции против 20 судов так называемого теневого флота России, которые перевозят нефть. В общем, с начала войны под британскими санкциями более чем 100 судов, включая 93 нефтяных танкера. Власти также сообщили о срочном пакете поддержки Украины в размере 35 миллионов фунтов для ремонта энергосистемы страны. Кроме того, Великобритания, Дания, Швеция и Эстония договорились действовать сообща в борьбе с теневым флотом. Эстония уже проверила около 250 судов, запросила страховку и так далее. 7 из них были взяты на абордаж. Поэтому, если суда не будут сотрудничать, будут предприняты следующие шаги. Их внесут в список, введут какой-нибудь запрет или они будут вынуждены швартоваться в определенных районах, если они не будут отвечать. Таким образом, будут предприняты все необходимые шаги, и между странами будет происходить обмен различными экспертными знаниями. Главное – делать это систематически, чтобы нарушить работу теневого флота России. Никакие схемы заморозки войны РФ не устроят. Об этом заявил представитель России в ООН Василий Небензя в традиционной риторике хама из подворотни. Одно но, что управлялся в красноречии целый представитель сверхдержавы на официальном заседании. Итак, по словам Небензи, Россия продолжит вести войну, пока Украина не согласится с требованием Путина вывести войска из 4 оккупированных областей. Никакие схемы с заморозкой конфликта Россию не устроят. Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить. И хорошо понимаем, что цель этого упражнения – дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и залезать рано. О мирных переговорах со стороны Украины высказался и глава Офиса президента Украины. Был более дипломатичен, чем Небензя, но и говорил во Львове, а не на заседании ООН. По мнению Ермака, реальные переговоры о мире начнутся, когда у РФ не будет ресурсов продолжать войну, так что впереди невероятно большая работа. Ситуация остается сложной, враг продолжает наступление, пропаганда РФ тем временем пытается убедить мир в неизбежности глобального сговора, в том, что российский диктат – это безальтернативное будущее.
Это не так, и мы должны быть сильны, чтобы свести этот план к нулю. Наш враг хочет не окончания войны, он хочет нашей капитуляции, нашей и наших союзников. Если Россию не принудить к справедливому миру, то мира не будет. Будет пауза, и эту паузу Москва использует для возобновления сил и продолжения наступления. Новые репрессии противников войны в России. Госдума приняла законопроект о спецсчетах для иноагентов. Теперь так называемые иноагенты обязаны открывать специальные рублевые счета для авторских отчислений. В случае отказа это сделать, счет обязаны открыть отправители вознаграждения. Более того, иноагенты обязаны зачислять на этот счет свои доходы от сдачи или продажи недвижимости, транспорта, проценты от вкладов и дивиденды. Посмотрим законопроект, который позволяет защитить страну, граждан от негодяев, предателей, наймитов, тех, кто уехал за счет находящегося здесь имущества, счетов, недвижимости, получает денежные средства фактически за счет наших граждан, за счет страны. Потом эти средства перечисляет вооруженным силам Украины, либо использует их на разрушение нашего государства, а мы с вами созерцаем. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Переобувание в полете после визита СБУ. Пророссийский до сих пор еще нардеп Юрий Бойко снова кринжует в ТикТоке. Минувшим утром его вызвали на допрос в СБУ по поводу видео, которое подняло огромный резонанс и волну возмущения в украинских соцсетях. Вот это вот. Добрый день, дорогие друзья. Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателю Америки, в самой Америке. Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот спустя 2 дня и 1 визит в здание украинской спецслужбы, как Бойко прозрел, сильно извиняется, ну и вообще не то имел в виду. Оказывается, радикалом он считает бывшего президента Украины Порошенко, а не патриотов Украины или же Зеленского. Первое. Я уж точно не хочу, чтобы мое заявление было использовано Российской Федерацией и военным преступником Путиным для оправдания агрессии и нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едины, нацелены на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние расхождения. Я призываю всех политиков делать то же самое, объединять страну, объединять людей, делать так, чтобы мы быстрее победили и враг был разбит. Всем оставаться живыми, здоровыми, до новых встреч. Сам же создатель этих расхождений начал активность в своем ТикТоке аккурат после победы Трампа, очевидно, желая набрать голосов у русскоязычных граждан Украины или же у переселенцев, которые благодаря его активному участию в лоббировании интересов РФ остались без жилья из-за войны. Жить негде, перспектив нет. Самое главное, ведь ему не обещают ничего, что вот потерпи год, у тебя будет жилье. Сейчас Бойко, глава депутатской группы, так называемой «Платформа за жизнь и мир» в Верховной Раде, созданной из бывших членов пророссийской партии ОПЗЖ, которую запретили после начала войны. Кроме того, он был вице-премьером и министром энергетики при президентстве беглого Януковича и был фигурантом коррупционных скандалов. Я хочу принести извинения. Как позже стало известно, после визита Бойко в СБУ Верховная Рада вызывает к себе на отчет и главу спецслужбы Василия Малюка. Как думаете, зачем? Ваши версии пишите в комментариях. Дело другого скандального нардепа Николая Тищенко наконец передали в суд, сообщает Госбюро расследований. Его обвиняют в незаконном лишении свободы человека. Тищенко светит лишение свободи на срок до 5 лет. 20 червня 2024 року у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого, учасника бойових дій. Його утримували протягом певного часу та завдавали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.
Депутат підозрюється у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань. Сейчас Тищенко находится под круглосуточным домашним арестом. Нардеп попал в скандал минувшим летом. Посреди бела дня в центре Днепра внезапно напал на бывшего военного, который гулял с женой и ребенком. Кроме того, против Тищенко открыли и дело о коррупции. Благодаря своему неоднозначному поведению он стал героем многочисленных мемов. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв. День траура во Франции. Сильнейшая за 90 лет стихия разрушила систему здравоохранения на французской островной территории в Индийском океане. Циклон несся со скоростью около 200 км в час, когда достиг Майотты. По меньшей мере треть из 320 тысяч населения живут в трущобах. Лачуги просто сравнялось с землей. Выжившие местные жители остались без электроэнергии, питьевой воды и еды. 3/4 из более чем 300 тысяч жителей острова живут в относительной бедности. По прогнозу префекта Майотты число погибших достигнет нескольких тысяч. Для меня абсолютно важно обеспечить население Майотты питьевой водой. И, конечно же, продовольствие. На Майотте сложилась особая ситуация с очень большим количеством иностранцев, не имеющих документов. Я думаю, что из 320 тысяч жителей примерно 100 тысяч не имеют документов. Друзья, большинство из наших просмотров не монетизируется, ну а независимая команда Нехта, ведущие, редакторы, монтажеры, дизайнеры работают исключительно благодаря вашей поддержке. Мы получаем ее со всего мира, постоянных донаторов, и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы вам очень благодарны за поддержку. Если вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку слева от видео или становитесь постоянным спонсором, кнопка под этим роликом. Я же прощаюсь до следующего выпуска. До новых встреч!